Привет-привет! Я думаю, что вы уже знакомы со мной. Меня зовут Наталья. Здесь мы практикуем русский язык. Еще один год начался. Что я делала последние 5 лет, например? Я уже не помню. Время идет так быстро. В этом видео я решила рассказать вам о своих успехах. Я планирую рассказать вам об итогах 2023 года и в общем моих последних лет. Я дам вам 10 русских слов, важные аспекты нашей жизни и расскажу, какие у меня успехи. Какие у меня успехи в работе? Подкасты у меня есть, ссылка внизу. Мне очень нравятся эти подкасты, слушайте их. Я уверена, они полезные. Они есть на разных платформах. Также я продолжаю давать уроки. Я тоже думаю, это успех. Ссылка на мои уроки также будет внизу. Вы можете скачать транскрипции. К видео есть транскрипции. Я всегда так делаю. Ссылка тоже внизу. Ну, сейчас начинаем. Как у меня начался год? Я не помню, кажется, в прошлом году я делала видео о своих планах и целях. Я помню, я хотела активно заниматься спортом. В прошлом году я хотела начать изучать что-то новое. Я хотела закончить какой-то курс онлайн. Я хотела начать делать новый проект типа подкастов или веб-сайта. Что-то еще я хотела. У меня было много планов. И какие же у меня результаты? Год закончился. Что я из этого сделала и чего я не сделала? Спорт был, но я не занималась так им активно, как я планировала. Также я начала изучать новый иностранный язык, но трудно сказать, какого уровня я достигла. Я не останавливаюсь, я продолжаю, но мои результаты не такие хорошие, как я хотела бы. Также я начала делать подкасты, но это уже было ближе к концу года. Ой, мне кажется, прошлый год не был каким-то хорошим и продуктивным. В интернете я нашла интересную статью, там 10 важных аспектов нашей жизни. И я хочу посмотреть на каждый пункт и подумать, какие у меня результаты за последний год или за последние 2-3 года. Давайте посмотрим вместе. Как я сказала, я нашла интересную статью в интернете. Она называется «10 важных аспектов жизни». И первое – это здоровье. Что я могу сказать? Прошлый год был плохим, если честно. У меня были небольшие проблемы со здоровьем. Я понимаю, что здоровье – это самое важное, но я понимаю это теперь. Когда вы здоровы, все отлично, вы можете работать, и вы не думаете о здоровье. Вы не понимаете, насколько это важно. Но взрослые люди понимают это лучше, когда у вас начинает болеть что-то, вы понимаете, что без здоровья вы ничего не можете. Когда у вас плохое здоровье, ваша жизнь не такая активная, не такая интересная может быть. Поэтому, конечно, здоровье на первом месте, здоровье это важно. У меня был трудный год, прошлый год был трудным, у меня были некоторые проблемы со здоровьем. Причины этому, я думаю, стресс, тревожность, усталость, может быть, недостаток витаминов, я не знаю. И также плохой сон, я плохо спала в прошлом году, не весь год, конечно, но у меня были ночи, когда я плохо спала. Хорошо, следующий пункт – это родной дом. Я думаю, что это очень важный пункт. Родной дом – это место, где вы можете чувствовать себя в безопасности. Обычно после работы мы возвращаемся домой, и мы чувствуем себя комфортно, мы чувствуем себя дома, мы чувствуем себя в безопасности. И это важно, потому что на улице
много опасностей. Я не знаю, на улице есть какой-то риск, ездят машины, а дома нам кажется, что все в порядке. Вот мы здесь, и мы в безопасности. Что я могу сказать? Мои семейные отношения стали лучше, как мне кажется. Несколько месяцев в прошлом году меня не было, я путешествовала, но оставшееся время я провела с семьей, и я думаю, что наши отношения стали лучше. Родной дом — это важно. Цените это, да, цените родной дом. У меня есть подкаст на канале «Где наш дом?». Вы можете послушать этот подкаст, ссылка будет здесь. Следующий пункт, номер 3. Работа. Конечно, мы все работаем, работа — это важно. Что они пишут о работе? Работа отнимает значительный кусок жизни. Мы тратим очень много времени на работу. Каждый день мы работаем, 5 дней в неделю мы работаем. И, конечно, ваша работа оказывает большое влияние на другие аспекты жизни, здоровье, семью. Какие у меня успехи в работе? Мы же говорим об успехах. Ой, я не знаю, трудно сказать, какие у меня успехи. Я ожидала лучших результатов, честно. Иногда мне кажется, что у меня недостаточно хорошие результаты, что мне нужно работать больше, что мне нужно работать активнее, мне нужно работать продуктивнее. Следующий пункт — семейная жизнь. Так, что это значит? Если вы семейный человек, то вам нужно уделять время своему партнеру и детям. Ну, конечно, семья — это важно, и нам нужно проводить время с семьей, строить отношения с семьей, какие-то хорошие отношения. Семья нас поддерживает, наши любимые близкие люди поддерживают нас. Когда нам плохо, они помогают нам. Именно эти люди всегда с нами, они вокруг нас. И когда у нас какие-то трудности, мы можем позвонить и попросить помощи. Да? Поэтому семья — это самые близкие люди у нас в жизни, чаще всего. Номер 5 — дружеские отношения. Дружеские отношения, друзья, да, какие у вас отношения с друзьями? Так, почему друзья важны? Они дают 3 причины, почему друзья важны. Во-первых, социальные контакты важны. Я согласна. Когда я общаюсь со своими друзьями, они рассказывают что-то интересное. Я люблю смотреть что-то в интернете, но мне интересны одни темы, моим друзьям интересны другие темы. И когда мы встречаемся, мы обсуждаем эти разные темы. И также какие-то социальные контакты. То есть в чем-то мои друзья могут помочь мне. Во-вторых, друзья — это поддержка. Я ничего не сказала о своих успехах в этом аспекте. Дружеские отношения. Мне кажется, мои отношения с друзьями стали лучше. В прошлом году я ездила в гости к своим друзьям, я покупала подарки. Не знаю, мне было очень приятно это делать. И я думаю, что те друзья, которые сейчас у меня, это те люди, с которыми мне интересно. Да-да. Я думаю, что дружеские отношения у меня стали лучше с моими друзьями. Номер 6. Убеждения. Ой, очень интересный пункт. Убеждение — это то, что мы считаем правильным. У нас есть разные наши правила и стандарты. Например, что-то вы считаете, что это хорошо делать, а это плохо делать. Например, воровать — это хорошо или плохо? Люди, конечно, считают, что это плохо, но, возможно, для кого-то это будет нормальным. Да? И у нас есть разные убеждения. Что я могу сказать? Вся наша жизнь базируется на них. Но еще в детстве наши родители учат нас, что хорошо и что плохо. Когда вы что-то изучаете, вы постепенно меняетесь, и вы меняете свои убеждения тоже. Надеюсь, что я стала лучше как человек.
Я не знаю, я стараюсь быть более позитивной, я стараюсь улыбаться. Не знаю, это убеждение, это относится к убеждениям. Номер 7. Отдых. Хорошо. От того, как вы отдыхаете, зависит, насколько вы будете продуктивны в работе и других аспектах жизни. И мне кажется, у меня были проблемы с отдыхом, я очень часто не отдыхала достаточно нормально, я не отдыхала продуктивно. Можно отдыхать тоже продуктивно. Лежать на диване и смотреть что-то в интернете, для меня это не всегда продуктивно. Мне нужен какой-то более активный отдых, и, как мне кажется, я еще не достигла этого. Я еще не нашла, какой активный отдых мне нравится, чем бы я хотела заниматься, каким спортом я хотела бы заниматься. И поэтому, мне кажется, с этим у меня небольшие проблемы. Они у меня были последние несколько лет, и они продолжаются у меня. Буду стараться менять что-то в этом году. Следующий, номер 8, пункт личностный рост. Хорошо, интересный пункт. Осваивайте новые навыки, расширяйте свои знания, познавайте мир вокруг себя. Обычно я для этого смотрю видео в интернете. Я люблю смотреть YouTube. И мне нужно осваивать иногда новые навыки. Есть ли у меня личностный рост? Как мне кажется, да, потому что я постоянно учусь чему-то. От этого я устаю тоже. У вас, конечно же, есть личностный рост, вы изучаете русский язык, и это развитие. Вы изучаете что-то новое, вы изучаете иностранный язык, и вы развиваетесь. Это хорошо. Мне нравится эта фраза: у вас есть всего два пути, либо вниз, либо вверх. Если вы не развиваетесь, вы стоите на месте и, возможно, идете вниз, да? У вас нет никакого развития. Номер 9. Общество. Общество — это то, что вокруг нас. Мы живем в обществе, и, конечно, нам нужно общаться с людьми, у нас просто нет выбора. Некоторые люди пытаются абстрагироваться от остальных, но лучше строить какой-то контакт с людьми. Так, ведь от того, что происходит вокруг нас, зависит качество и нашей жизни. Мы можем влиять на общество, и общество влияет на нас. Вы можете помогать людям. Я думаю, что можно делать какие-то хорошие дела и влиять на общество положительно. Например, благотворительность, да, или помогать соседям, делать что-то хорошее. И быть хорошим человеком в этом обществе. Я надеюсь, что я такой человек. Я не знаю. И номер 10. Финансы. Что? Финансы — это важная часть нашей жизни. У многих людей мысли постоянно крутятся вокруг денег. Но когда у людей недостаточно денег, конечно, они думают, как бы заработать. Или просто, когда люди хотят больше денег, они тоже думают, как бы заработать. Деньги действительно можно считать важным аспектом жизни. Да, в наше время деньги очень важны. Когда вы выходите на улицу, вам нужно платить. Вам нужно платить в транспорте, вам нужно платить в кафе, вам нужно платить везде. И мне тоже. Мне нужно платить везде. И, конечно, деньги важны сейчас в наше время. Но когда вся ваша жизнь вокруг денег, это неправильно. Об этом говорит статья. Я не знаю, вы согласны или нет. Какие у меня успехи в финансах в прошлом году и вообще за последние 2-3 года? Если честно, я ожидала каких-то лучших результатов. Я фрилансер, и, конечно, это не так легко. И сейчас коротко хочу вам еще рассказать о своих успехах. Здоровье в прошлом году
Минус. Все было плохо. У меня были проблемы со здоровьем. Последние несколько лет стресс, тревожность, плохой сон. Я старею, я становлюсь старше, и, конечно, нужно больше заботиться о своем здоровье. Родной дом. Несколько месяцев меня не было в прошлом году. Я не так часто общалась с семьей и с друзьями. Точнее, мы общались, но это было онлайн или по телефону, поэтому работа. Тоже трудно сказать. Мне кажется, что прогресс есть, но он какой-то медленный. Я не получила тех результатов, которые я хотела. Я не знаю, тоже. Я не очень довольна своей работой в прошлом году. Семейная жизнь. Так, это мое личное, не будем об этом говорить. Дружеские отношения. В прошлом году я ездила к своим друзьям, я покупала подарки, мы проводили время вместе. Мне кажется, все было прекрасно, все было хорошо. Это плюс. Убеждения. Мои убеждения. Я думаю, что это плюс, что они становятся у меня правильнее, как у меня правильные убеждения, насколько я сама могу оценивать их. Следующий пункт — отдых. Это сразу минус. Мне кажется, что я неправильно отдыхаю, как бы это странно ни звучало. Я недостаточно активно отдыхаю, я плохо отдыхаю. Поэтому я думаю, что это минус. То есть у меня недостаточно в жизни спорта, поэтому минус. Личностный рост плюс, потому что я что-то изучаю, я изучаю иностранные языки. Да, возможно, мой результат не такой хороший, но я продолжаю учиться. И я думаю, что в этом плане у меня есть развитие. Плюс общество. Я надеюсь, что я хороший человек в этом обществе, и мне хочется уже как-то давать больше этому миру, мне хочется как-то влиять положительно. Поэтому я бы сказала плюс, хотя мой круг общения очень маленький. Но я, например, создаю материалы для вас. Я как-то положительно влияю на общество. Вы можете изучать русский язык онлайн. Я думаю, что это плюс. И последнее, номер 10, финансы. Мне кажется, минус. Мне трудно оценивать. Конечно, я работаю из дома, и у меня нестабильный доход, да, то есть он у меня разный, иногда больше, иногда меньше. Мне кажется очень интересным, что финансы стоят на последнем месте. В наше время люди ставят финансы на первое место. Люди так много работают и хотят больше зарабатывать, и поэтому одни из первых вопросов это о деньгах. Но в этой статье они поставили финансы на последнее место. Значит, это не так важно. Конечно, это важно, но важнее другие аспекты нашей жизни. И я согласна, что здоровье на первом месте. И также семья на втором, друзья на третьем или четвертом. Я уже не помню. Итак, мои вопросы. Номер 1. В каком аспекте жизни вы видите прогресс? В каком аспекте жизни вы видите прогресс? Например, ваши отношения в семье стали лучше, или вы добились чего-то на работе. Номер 2. В каком аспекте жизни вы добились чего-то хорошего? В каком аспекте жизни вы добились чего-то хорошего? Это похожий вопрос. Вы довольны, стало лучше, да? В каком аспекте жизни? И номер 3. В каком аспекте жизни у вас были трудности? В каком аспекте жизни у вас были трудности? У вас были какие-то проблемы, вы столкнулись с проблемами. Было все плохо, но сейчас стало лучше.
Это был урок для уровня Intermediate. Пишите о своих успехах, пишите в комментариях, какие у вас успехи дома, в работе, с друзьями. Все самое интересное пишите мне в комментариях, я буду читать ваши комментарии, обещаю. Также внизу есть ссылка на мои подкасты, если вам они нравятся, тоже пишите свое мнение. И у меня есть телеграм-группа, вы можете там тоже общаться со мной, я буду рада видеть вас там. Я также продолжаю давать уроки, ссылка будет внизу. Хорошего дня! Увидимся в этом году точно.